Салехард! А теперь по порядку все расскажу. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту города Салехард. Ого! Вот так выглядит аэропорт Салехарда, и авиабилеты сюда стоят в среднем 20 тысяч рублей туда и обратно. Мне сказали, что в Салехарде это единственный 4-звездочный отель в городе. 5 звезд нет. Кого это жить в самом лучшем? Вот такой вот у меня номер. Очень даже просторный. Такой необычный чайник. Этот номер стандартный, и его стоимость 5 900. Кровать! А еще тут плюс 2 часа, и я вообще не спала. У нас насыщенная программа. Все, кто приезжает на Ямал, мечтают увидеть здесь северное сияние. Охотятся за ним с сентября по март в морозную ясную погоду. И лучше уехать в тундру, где не мешают городские огни. На море, как говорят, надо подержать на ладошке солнышко, а я на севере подержу. Правда, ладошка уже замерзла. А теперь отправимся на обзорную экскурсию. Салехард – это единственный город, который находится прямо на полярном круге. Вот если я шагну туда, я окажусь за полярным кругом. А если туда, тоже нахожусь внутри полярного круга. Что? Не пугайтесь, это Ямал-Ири, местный Дед Мороз. А зачем это? Стресс недельный ваш снял. Сила волшебного бубна. Бодрит! Бодрит. Вообще Ямал-Ири – хранитель народной мудрости. Говорит, на удачу в путешествии нужно обойти нулевой меридиан и подержаться за посох. Попробуем? Загадали. Еще одно можно? Обязательно исполнится, обязательно. Салехард мне показался настоящим пряничным городом в вечной мерзлоте. Раскрашенные в яркие цвета дома и сочные граффити. Их на Ямале называют муралами. Так местные власти борются с белой депрессией. Это когда повсюду снег, снег и еще раз снег. А солнце светит всего несколько часов в сутки. Суровый Салехард. У нас в Москве столько снега-то даже за всю зиму не бывает. А я пришла на мастер-класс по косторезному искусству. Очки запотевают у меня. А я думала, будет прям ураган. Косторезное мастерство – одно из самых древнейших искусств в мире. Но прошли тысячи лет, и на помощь человеку пришли технологии. Работать мы будем бормашинами, А кто такими еще работает? в салонах красоты, маникюр. Начнем. Сначала берем трафарет, обводим его, а теперь самое кропотливое – вырезаем рисунок на роге. Такой запах здесь, прям как будто бы в кабинете стоматологии. А еще и звук здесь, как в фильме ужасов. Как стоматолог выгляжу. Жужжание десятка бормашин не утихало целый час. Все это время мы старались вытащить сувениры. Посмотрите, а то я сейчас насквозь уже пропилю. Заключительный этап – шлифовка. Я все сама сделала. Ну что, как вы оцените мою работу? На первый раз, Сойдет. да. Ну и ладно, зато буду знать, что сделала сувенир сама. Почему бы не покататься на качелях минус 18? В Салехарде установили лавочки с подогревом. Вот так вот они выглядят. Тут даже есть USB-зарядка. Что, лед один тут? Как-то не работают. Что, обманули, что ли? Ладно, пойду лучше погреюсь. Вон туда вон. Этот ресторан, конечно же, визитная карточка Салехарда, но и главная особенность его – это вид. Посмотрите, он находится на Вантовом мосту. И как же здесь красиво со всех сторон. Такая вот необычная подача греческого. Цены здесь московские, как в таком хорошем ресторане в Москве. Не ниже. Можно я поем? Я очень хочу есть. Здесь тоже есть. Во многих северных городах России установлен памятник Мамонту. И Салехард не исключение. Здесь вот такой вот памятник Мамонту Мити. В зависимости от сезона его наряжают. На Новый год это костюм Деда Мороза. К чемпионату мира по футболу он с футбольным мячом. Ну а в этом году какой год, такой наряд. А это место обязательно к посещению в Салехарде – Абдорский острог. Он такой же, как и сотни лет назад. Деревянные здания, стены, церковь и даже колокольня.
и пошел Салехард. Когда-то этот острог защищал от кочевников и был перевалочным пунктом для торговцев. Сейчас это красивый этно-музей. Заехать сюда точно стоит, но хватит и пары часов. Ну а мы дальше за сувенирами. А это магазин Салехардского комбината. Тут продается в основном рыба, либо рыбные консервы. Вот как тебе, например, корзиночка 720 рублей, 7 банок, рябушка 89, ясь 63. Пужьян это кто? Как это все довести до Москвы мне? Вот такой вот шопинг в Салехарде. Консервы. Из Италии я бы привезла сумки, обувь, одежду, а тут рыбные консервы. Ну все, в Москву. Северное сияние я, к сожалению, не увидела, но хотя бы сфотографируюсь на рассвете. Да что такое? Опять на морозе сел. Поехали.